Всем привет, на канале Александр Эмбрес. Сегодня к нам в гости попал пылесос LG, в котором срочно надо поменять подшипники. Давайте разбирать. Я его буквально пару минуток назад включил и получил такое неслабое запыление помещения. Судя по всему, этим пылесосом работали вместо технического. Чего я, в принципе, с бытовыми обычными пылесосами делать не рекомендую. Ладно, раскрутили и вскрываем. Почти чистенький. Разобрали пылесос, и для того, чтобы нам не мешали вот эти провода, снимаем вот этот быстросъем. Вот так вот. Теперь можно просто брать вот эту вот часть с двигателем и дергать ее из корпуса. Вот наш двигун. Вот эту вот всю красоту я пока что отложу в сторонку. И возьмусь за двигун. Вот так вот. Достали двигатель. Снимаем вот эти вот быстросъемчики. И вот эту вот красоту тоже откладываем в сторонку. Ё-моё. Ребят, ну это ж вам не технический пылесос. Ладно, хоры на него смотреть. Беру продувочный пистолет и хорошенько всю эту дичь продуваю. Продул двигатель, продул корпус и разбираем дальше. Снимаем накладку и снимаем вот этот кожух. Кожух буду снимать своим любимым инструментом, деревянной колотушкой. Аккуратненько сверху по кромочке дубасим колотушкой. Аккуратненько — ключевое слово. Вот и все. Кожух снят, можно откручивать нашу фиксирующую гайку. Перед этим обязательно посмотрите на вал и определитесь, в какую сторону нужно крутить. Встречаются разные виды крепления: влево, вправо и напрессовка. В нашем случае выкручивается по часовой стрелке. Берем головку, в моем случае 12-ку, и с помощью ударного инструмента откручиваем гайку. Вот примерно вот так вот. Вот 100 пудов уже кто-то начал строчить комментарий, мол, с гайковертом каждый дурак может, а ты покажи как без. Так не вопрос, на канале уже имеются ролики, как спрессовать крыльчатку с Зелмера, как открутить вот такую крыльчатку, используя в буквальном смысле подручные средства. Все видосы по ссылкам в описании. Ну а мы продолжаем ремонт этого пылесоса. Откручиваем пластиковый диффузор и откручиваем посадочное гнездо нашего верхнего подшипника. Ну вот наш двигун почти разобран. Остается открутить шахты со щетками. Ну и, естественно, дернуть из корпуса якорь. Подбираем наставочку и аккуратненько, без фанатизма, давим прессиком. При разборке не посейте вот это кольцо пружинное. Цепляемся съемником за посадку подшипника и снимаем. Да. Подшипник чувствует себя прям не очень хорошо. Давайте снимем и его. Ну, скажем так, владелец принес этот пылесос сравнительно вовремя. Еще бы чуть-чуть, и было бы совсем а-та-та. Менять, естественно, будем оба подшипника. Поэтому аккуратненько отодвигаем уплотнение от подшипника, для того, чтобы не покоцать при снятии подшипника. И снимаем. Все, что нам необходимо было разобрать, мы разобрали. Подбираем подшипнички. Обязательно еще раз продуваем все эти деталюшки. И будем потихоньку собирать. Вычистил все деталюшки и подобрал подшипнички. Буду ставить 608 фирмы NMB. Подшипники установлены. Теперь возвращаем на базу вот это вот уплотнение. Ну все, по сути можно собирать. Берем прокладочку, ложим ее в посадку и вставляем подшипник с якорем. Вот так вот. А затем берем наше кольцо пружинное
кидаем вот в эту посадочку и собираем воедино вот этот бутерброд. А затем закручиваем. Сразу же можно проверить, как крутится. Должно крутиться бесшумно и хорошо. Вот так вот. После проверки можно ставить щетки. Сразу же поставлю пыльник. На нем двигун более устойчивым становится. И установлю диффузор. Финишная прямая. Собираем крыльчатку. Ставим проставочку, платформочку, крыльчаточку, еще одну платформочку и буквально полкапельки разъемного фиксатора. После этого можно закручивать гайку проточечкой вниз. Вот и все. Осталось надеть кожух. Прицеливаемся хорошенько и аккуратненько. Со всех сторон деревянной колотушечкой. Обязательно проверяем, как сел кожух. По всей окружности должно быть все красивенько, равномерненько. После этого еще разочек покручиваем за якорек. Должно все крутиться хорошо. Ну и приступаем к установке. Берем двигло и подключаем провода. Затем вставляем двигатель в корпус и попадаем резиночкой нашей, уплотнителем, в специальное посадочное гнездо. Потом ставим вот этот наружный уплотнитель. Проследите, чтобы не осталось никаких щелей. Все, двигун собрали, и нам остается его как бы всунуть в основной корпус. Вот примерно так должно получиться. Теперь подключаем тот контакт, который мы в начале ролика отсоединили. Затусовываем проводочки и начинаем накрывать верхним корпусом. После чего скручиваем. Ну вот мы наши чудо техники и дособирали, поэтому давайте проверять. Как видите, шлангов и все остальное мне не дали, но ничего, по выдуву воздуха проверим. Думаю, видать, что все работает. В том числе и втаскивание провода. Вот примерно так легко и просто обслужить обычный пылесос. Повторюсь, в описании имеется куча ссылок на различные методы разборки и ремонта двигателей от пылесосов. Обязательно переходите и заценивайте. Ну и, естественно, подписывайтесь на канал, потому что здесь будет много полезных видосов. Ну и хватит.